Приобрел я такой утеплитель. Мой набор для конопатки бревен. Молоток, стамеска, конопатка. Была металлическая конопатка. Я ее не нашел, поэтому деревянная. И ножик. И джгут. Почему конопатили мхом? Потому что это дешевая технология. Буду джгутом делать, потому что у меня мха нету. Пришлось сходить в магазин, купить жгут. Мне его хватит на пару дырок и все, он закончится. Была где-то металлическая конопатка, но я ее не нашел. Сейчас поставлю камеру и сниму. Смотрите, какие у меня проблемы. Вот здесь то у соседей собака лает. Здесь в том году лопнул фундамент. От солнца ультрафиолетом пена вот так вот на молекулы распадается. Здесь нужно усиливать фундамент, рыть траншею метра на 2 вниз и все это заливать бетоном. Как меня достала эта собака, вы не представляете, она лает и лает. Вот здесь заделаю основные дырки. Начнем снизу, буду подниматься вверх и заделать дырки. Нужно весь дом конопатить, но на это нету денег. Здесь была большая дыра, прям рукой можно утеплитель туда заталкивать. И сюда я очень мало запихивал, потому что если много запихать, бревно туда уйдет. Здесь получше. На 3 я бы сказал. Качество моей укладки. Нужно мне тренироваться. Я 2-й раз так конопачу. Сейчас утеплителя сюда немножко затолкаю. Сюда, сюда и вот сюда. И на этом все. Перехожу на другое место, там тоже большие дырки. Перебрался на новый участок. Здесь нужно мох позатыкивать. Здесь тоже дыра. Мох сам разваливается. Еще птички помогают. Здесь вот. Лопатка пролетает только так. Он трамбовал мох, и здесь получилась такая огромная дыра. Смотрите. Вот. Сейчас ее заделаю. Вот такой получился шов. Что я обнаружил, смотрите. Здесь под бревном большая щель. Я ее заделаю на зиму монтажной пеной. Уже подготовил место. О! Вот такая монтажная пена. Ничего не могу про нее сказать. Сделано в Беларуси. Тут написано, что опасно, нужно быть аккуратным. Сейчас я сболтаю и буду запенивать. Вот так получилось. Когда я конопатил вот эти трещины,
Я отравился угарным газом от этой трубы. Мне стало плохо. Сейчас все хорошо прошло. У нас дом с северной стороны поражен мохом, а вот здесь древесный грибок и жуки точат. Что с этим делать, я не знаю. Нужно чем-то обрабатывать, а я не знаю чем. Пишите в комментарии, что нужно делать. Здесь очень много мха. Это рай для мха. Здесь влажность большая. И вот здесь мох. Он весь забор уже съел. Здесь хорошо, то что нету солнца. Влажность большая. И мох вот сидит, ест забор. Уже весь забор съел. Удалил мох механическим способом с помощью метлы. Здесь дерево уже пропало. Такие дела. Тут даже водоросли растут. А здесь мох. Или это маленький мох. Через год, через два грибок здесь опять появится. Ну, пока здесь будет сухо. Это надо этим летом заниматься тоже. Гнилое бревно уже. Рай для грибка. Просто рай. Напишите, что делать, чтобы грибок не рос. Может, вы специалисты по данному вопросу. Здесь вот на кирпичах растет грибок. Здесь мох. Здесь еще влажность отсюда вот. Сюда попадает вода, капли летят сюда, мох растет. Это вот мои кошки. Куда он убежал? Вот это кот Васька. А это вот две кошки. Сегодня я буду утеплять коридор. Купил я джгут. Утеплитель межунцовый написано. Буду начинать с нижнего яруса. Напишите мне в комментарии, если вы специалист, как устранять щели в фундаменте. Тут моя кошка. 3 кошки у меня и 2 собаки.
У меня немножко осталось утеплителя. Сегодня будем утеплять бревнышки. Начинаю с нижнего бревна. Вот эту. Знаете, откуда это монтажная пена? Мне раньше сказали, что можно щели заделать монтажными пеной. Раньше мне сказали, что монтажной пеной можно заделывать щели. Оказывается, что этого делать нельзя. Все, бревно прогнило. Это печально. А вот это тоже прогнило. Но прогнило из-за того, что вода с крыши капала. Вот шифер поставили. Но сейчас этот шифер не нужен. Я уже там наверху водосток поправил. Видите, никто не сказал, вернее сказали, что можно щели заделывать. Тут даже рубероида нету. Вот это делали, вот это мастера делали. А нет, вот что-то нашел. Кусками как-то положили. Ну ладно, мастера эти делали. Будем мы свое делать. Начинаю с того края и погнал. Ввожу вас в курс дела. Здесь раньше была монтажная пена, вот как вот здесь. И монтажная пена имеет гигроскопические свойства. Это означает, что она может впитывать воду, которая находится в атмосфере. И вот здесь вот брусок прогнил. Из-за того, что здесь была монтажная пена. Вот до сюда. Такие вот дела. А здесь пропенена целая стена. И значит здесь, вот здесь вот погнило дерево. Такие дела. Не рекомендую вам щели между бревен заделать монтажной пеной. Это вот все. Липовый мед. Сейчас буду здесь конопатить. Все упирается в деньги. Что вам я еще могу сказать? Больше ничего. Буду продолжать работать. Кончился межвинцовый утеплитель. Вчера начал вот здесь. И вот это все бревно прошел. Вот здесь прошел. Здесь утеплитель в щель не залазил. Вот здесь. Вот здесь, вот здесь. Вот. Вот, 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 вот. До сюда. Потом здесь. И пошел, 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 пошел. Пошел, 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 пошел. Пошел, пошел, пошел. Так, здесь. Здесь, 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 здесь. Вот здесь неровный валик, потому что здесь само дерево неровное. Здесь была монтажная пена, я ее счистил. И от монтажной пены гниет дерево. Здесь. Потом здесь. И пошел здесь по периметру.
Весь дом, нижнее бревно, я все прошел. Хорошо прошелся. Если был бы много утеплителя, можно было вот эту пену монтажную поснимать и все заделать утеплителем. Но лучше мох насобирайте на болоте и позатыкивайте щели мхом, чем монтажной пеной. Мох дереву не повредит, а монтажная пена повредит дерево. Здесь была монтажная пена, я ее заделал герметиком. Здесь все хорошо получилось, как нужно. О, здесь какая-то неровность образовалась. Здесь вот хорошо заделалось. Здесь хорошо заделалось. Вот это окно я сделал неправильно. Меня ввели в заблуждение. И я сделал неправильно. Такая история. Видите, как проминается сильно.